Всем доброго времени суток, за микрофоном Наемник. В этом видео я расскажу о новой модификации под названием Mini Days Fallout. Поэтому усаживайся поудобней, мод реально классный. А также напоминаю, что ссылки на скачивание мода у меня в телеграм-канале под видео в описании. И не забывай о новостях новых проектов, которые публикуются у меня в Discord сервере. Поэтому переходи и смотри. Модификация Mini Days Fallout, которая стала продолжением созданных проектов разработчиков мода Improve Visual. Этот мод я рассматриваю у себя на канале в видео и стримах. Мод очень много кому понравился своими изменениями, в частности дизайна и измененных механик в общем. После небольшого времени на просторах интернета был опубликован мод Fallout, который просто взорвал комьюнити своими безупречными и классными изменениями. В модификации были многочисленные изменения, такие как текстурные, звуковые и кодовые. Были изменены все текстуры зданий, объектов, предметов, панелей кнопок и прочее в стиле Fallout. Звуковые изменения, такие изменения как звук окружения в разные погодные и непогодные условия, звуки оружия и различные звуки спецэффектов. Внутренние изменения, такие как изменение характеристик предметов, NPC, а также изменения различных механик, связанных с спавном предметов, объектов, NPC и прочего. А также добавление новых предметов из Fallout. А также мод есть уникальным, так как к модификации был подключен мод под названием Respawn, который дает возможность перерождаться на том острове, на котором ваш персонаж погиб, с возможностью найти свое тело с снаряжением. Итак, а теперь что же говорят сами разработчики об последних изменениях своего проекта. В игре было изменено снаряжение, а именно добавлен костюм Fallout в качестве стартового снаряжения для персонажей, не касаясь персонажа Майкла, так как его костюм есть уникальным. Была изменена система спавна изношенного оружия. Предметы с прочностью 50% будут немного реже спавниться, чем обычно, а уж тем более предметы с прочностью 25%. Изменена система стаков, которая позволяет создавать стаки некоторых боеприпасов от 20 до 500 единиц в одном слоте. Без пота. Так описали разработчики измененную сложность новичок. Сложность новичок будет иметь максимальную регенерацию и скорость, и уменьшенную минимальную скорость, трату показателей голода и жажды. Таким образом, разработчики сделали возможность новичкам просмотреть всю вселенную в их стиле без какого-либо напряга. Количество зомбированных в некоторых местах было увеличено с значения 1 на 2. Если простыми словами, то в некоторых местах зомби станет в 2 раза больше. Все доступные перки, которые были изначально у персонажа, будут улучшены на 2 уровень. Урон, который вы получаете от попадания в вас с огнестрельного оружия, был увеличен на 20%. Бандиты и нейтралы будут более лучше экипированы и будут иметь более высокий шанс иметь снаряжение с высоким показателем прочности. Был изменен спавн различных объектов по типу деревьев, зданий и прочего в зависимости от местности и острова, на котором вы находитесь. Изменен звук оружия для лучшего восприятия. Изменены текстуры объектов, зданий в стиле Fallout. Перетекстурировано оружие, карты и различные реквизиты. Убрана шкала здоровья у врагов. Изменена маскировка скрытых зомби, а также зомби-крикуна намного тяжелее убить, так как он стал невидим для игрока. Были перерисованы текстуры зомби на более темные тона. Изменены спрайты некоторых предметов. На 4 и 5 острове был восстановлен снег. Ну что ж, вот такие изменения присутствуют в последней версии данного мода. Если говорить в целом о сложности мода, то он не хардкорный, а он просто динамичен. Если говорить о геймплее, то достаточно интересно проходить данный мод из-за динамичности, которая связана с изменением спавна NPC, с которыми ты постоянно стыкаешься и борешься для того, чтобы пройти дальше. А также достаточно легко найти оружие, патроны и прочее снаряжение, связанные с этим. Если говорить об вспомогательных предметах, таких как скотч, различных наборах и бензине, то при их поисках не составляет большого труда и времени, чтобы их найти.
Если говорить об изменениях, то да, здесь нету каких-то новых сложных механик. Все сделано опять же с упором на оригинал. По большей части разработчики определили свое внимание в основном на изменении внешнего вида игры. Думаю, для тех, кто частенько любит посидеть у меня на стримах, где я обозреваю подобные моды до выхода видео с обзором, хорошо знают, что мне очень нравятся работы этих разработчиков, так как видно, что мало того, что проекты очень хорошо адаптированы и механически разнообразны, так еще и уделяют огромные усилия на внешних изменениях игры. И это было прекрасно видно еще на их первом проекте Improvisal, который подарил новые краски игре, точно так же, как и этот проект. Думаю, многие, и уж тем более те люди, которые знают игру Fallout, полностью со мной согласны, что данный мод есть одним из лучших в своем роде. Это можно увидеть не только по самой игре, но и также по многочисленным отзывам игроков, которые уже играли в этот мод. Если говорить об дальнейших планах самих разработчиков, пока что ничего не известно. Было бы хорошо, если бы разработчики могли более лучше распространять свои проекты и связываться с комьюнити. Думаю, что новый проект, над которым я самолично работаю, многих порадует и упростит в общем ознакомление и поиск нужных модификаций или же проектов. Ну что ж, вот такое видео получилось. Надеюсь, оно тебе понравилось. Пиши свое мнение в комментариях об моде и подписывайся на канал, так как дальше будет еще лучше. Думаю, в дальнейшей информация об новых модах и тем более проектах вас обрадует или же уже радует. Ну что ж, а за микрофоном был я, Наемник. До скорого!